Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами делаем бантики из ленты шириной 2,5 сантиметра на шары диаметром 8 сантиметров и юлу. И сегодня я прямо на ленте намечу ручкой точки прокалывания, чтобы ленты у вас красиво лежали. У многих с этим возникают проблемы. Сегодня мы с вами делаем бантики для шаров. Они у меня диаметром 8 сантиметров, показываю на линейке. И для этого я буду использовать шаблон. Он у меня 9 сантиметров. Ленту, она у меня двухсторонняя сатиновая, ширина 2,5 сантиметра. И также цветы и кружева. Вот здесь я уже прикинула один бантик. И сейчас мы попробуем сделать. Если останется время, задекорирую. Укладываю ленту немного под углом и закрепляю, чтобы удобнее было работать. И теперь вот так обворачиваю несколько раз ленту. Вот таким образом у нас все получается. Лишнее подрезаю и также закалываю. И чтобы бантик красиво лежал, нам обязательно надо соблюдать, как шить. И на каждую ленту мы будем делать 4 прокола. Сейчас я отмечу ручкой и покажу вам, как прошивать. Вот я попробовала нарисовать, не знаю, видно вам или нет. Заходим иголкой сверху. У нас обязательно вот эта середина должна перекрываться ниткой. Вот и вот. И тогда ленты будут красиво лежать. И теперь по намеченным линиям обязательно начинаем сверху шить. Вот вы видите, где я. И вот здесь выходим, чтобы 2 ленты обязательно скрепить вместе. И соблюдаем, чтобы у нас вот этот центр перекрывался, как я говорила, вот. Потому что многие мне пишут, что у них не получаются бантики, некрасиво лежат ленты. А это потому, что вы не всегда правильно сшиваете. Я сейчас специально не останавливаю видео, чтобы вы полностью видели, как я все это делаю. И также я выхожу. Вот ниточка у меня зашла наверху, и здесь же наверху вышла. Теперь снимаем бантик с шаблона и затягиваем. Ничего сложного здесь нету. И несколько раз прокручиваем. Так, у меня тут все мешает. И делаем закрепку. Сейчас все расправим. Вот я еще не закрепила, показываю вот эти серединки. Они у нас красиво ложатся. 2 раза прокрутила и закрепляем. Подрезаем края лент под углом и обязательно обрабатываем огнем. Бантики в одном комплекте не обязательно должны быть все одинаковые. И здесь у меня вот такое сочетание лент. И так как здесь у меня светлая лента, я добавлю немного потемнее тон. Вот такой цвет старой розы, как его называют. И просто на глаз делаю маленький бантик. Такие бантики мы с вами делали. Наношу немного клея, чтобы склеить. И также со второй стороны. И, конечно, не забываем бантик перекрыть лентой, чтобы у нас никаких ниточек не торчало. Я это делаю 2 раза. И закрепляю ленту. И пока я делаю следующий бантик, расскажу, что же будет на днях. На днях будет урок так называемой работы над ошибками. Девушка одна написала, что не может, у нее не получается обтянуть шар шелком. Вторая лента, когда она делает узелок, у нее торчит. Поэтому покажу, как избежать этого и как можно исправить, если вы уже сделали. И также еще будет урок ответы, вопросы. Очень много накопилось вопросов, поэтому отвечу и все подробно расскажу.
Если у вас есть вопросы, конечно же, пишите. Я постараюсь ответить и помочь вам. А сейчас я продолжу работу. Основная работа по бантикам сделана. И даже без декора посмотрите, какие они симпатичные. Тут добавим кружева, добавим цветы. И вот какая красота у нас получается. Так, сейчас достану. Вот мы делали с вами медальон. И, конечно, мы будем украшать сердечки и еще шар 6 сантиметров. У него будет немного другой бантик. А сейчас приклеим бантик. Раньше я делала декор, сначала приклеивала, затем бантик. Сейчас делаю наоборот, чтобы вплотную, как можно ближе к макушке, расположить декор. Беру свой бантик и, как я уже говорила, в медальонах бантик подклеиваю как на игрушку, так и за вешалку, чтобы вешалка у нас вот вплотную подходила к бантику. И наношу клей вот сюда и немного на ленту. Потом добавлю, если надо будет. Но сейчас пока так. И располагаю свой бантик. И даю закрепиться. Если надо, еще добавляю немного клея на заднюю часть. Много не добавляем. Если добавили много, сразу убираем. И вот вплотную подклеиваем вешалку. Теперь располагаем декор. У меня вот немного больше здесь, но ничего страшного. Это мне не мешает. Можно даже не подрезать. Также наношу клей. И располагаю кружева. Даю закрепиться. Вот эти края не надо подклеивать под клей полностью. Пусть они у нас вот так красиво лежат. И теперь можно подклеить цветы. Я всегда заранее примеряю, смотрю, где наносить клей. И клей не наносим такой жирной точкой, а именно вот так вот размазываем. И накладываем, приклеиваем цветы. Немного прижимаем и даем закрепиться. Теперь проверяем, все ли у нас подклеилось. Если где надо, вот у меня тут цветок не совсем подклеился, я добавляю клея и подклеиваю. Лучше потом добавить, чем слишком много клея, а потом его убирать. Теперь, когда у меня бантик подклеен, я могу примерить рамочку. У многих проблема, что рамочка перевешивает шар. Вот я закрепила, добавлю иголочку, чтобы она не упала. И смотрите, шар у меня висит ровно. Вот такие симпатичные бантики у меня получились. Я совсем недавно начала использовать ленту 2,5 сантиметра, но мне очень нравится, как это все смотрится. И, конечно, я буду продолжать работать с ней. В следующем видео уже будут все бантики, и мы с вами сделаем декор двух игрушек и юлы. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. И, конечно, не забывайте подписываться на канал. Впереди много интересного. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.